даже озвучивание еще. Даже озвучивание цены, да. Но это все равно общее. Это и озвучивание, и энергетически, то есть ты ж внутри тоже не готова. Это знаете, как происходит? Я просто, я работаю с этими людьми. Когда человек, у него начинается на уровне тела зажим. То есть человек, прежде чем сказать, чувствует, что он начинает напрягаться внутри. Вот напрягаться внутри он не слышит. А вот это то, что он напрягается внутри, еще хуже, чем то, что он говорит. Напряжение он его не считывает, да, и он не может выше эту планочку задрать. То есть, что если я на свои услуги, знаете, расслабленный, говорю, так, вот так ляпнул, и главное, все прокатывает. Хорошо, проблема ясна. Давай все-таки заяви и решение, а что бы хотела взамен. Наверное, еще хочу уточнить, что Давай. от работы кайфую. Да. И от того, что я кайфую, мне кажется, как можно брать деньги за то, что я кайфую? Вот это убеждение. Это убеждение. То есть я и так отдыхаю, у меня все Нет, это знаете что? Оль, это подмена. Смотрите, как хитрое, какое скользкое убеждение у тебя есть. И это убеждение есть у многих. То есть страшно брать за свои услуги приличные деньги. Тогда это первое, там тоже возможно убеждение. Включается второе убеждение, которое гасит первое убеждение, которое звучит следующим: зачем брать за свои деньги много, я и так получаю от этого кайф. Слышите? И то, и другое, два негативных убеждения, одно наслаивается на другое. Они как бы не связывают друг друга. И человек говорит, я разве, немножко возьму. Кстати, я тоже проходил этот курс. Вот. Поэтому и то, и другое негативное убеждение. Давай все-таки как-то одно, либо это просто общее такое. Ты же сказал глобальное, да, такое большое, крупное, как мы сказали. Как все-таки проблема звучит? Получается неуверенность. Брать деньги, да. И это уровень неуверенности, достойный делать за свою работу, которую ты любишь. Да. И решение, чтобы мы тоже услышали в полях. Это я получаю, я беру, я получаю деньги, достойные деньги за свою работу. И получаешь от этого что? Для бессознательного нужна эмоция. Кайф, удовольствие. Удовольствие, кайф. Пойдет? Да. Тогда будем проблему искать и твоего заместителя, твое бессознательное. Давай посмотрим, что оно там нам расскажет. Выбирай фигуру. Одну я фигуру, кстати, вижу. Мне, Какая? Возле выхода девушка. Молодец, абсолютно. Да. Она четко. Энергетика. И, кстати, тоже проблемы, понятно. Вот, молодец, готовность хорошая. Это кто? Проблема или заместитель? Мне кажется, проблема. Как хочешь так. Встаешь, идешь, да? Стоим. Да. Есть. Это проблема. Теперь заместителя ищи. И заместитель девушка в белом. Девушка в белом. Имеется в юбке, да, какая? Хорошо. Пойдешь, это заместитель. Иди назначай. И попробуем что-то с этим сделать. И я еще больше скажу. Мы сейчас, знаете, что сделаем? А мы еще опять возьмем и вкрутим какие-нибудь картишки сюда. Пасьянс такой. Побудь, пожалуйста. На время диагностики. Моим заместителем. В контексте моей проблемы. Какой? Неуверенность брать достойные деньги за работу. Хорошо. Это я. Есть. И подходи. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Пришло такое понимание. Вот эта штука, это деньги. Услышали? Деньги. В каком ракурсе это сейчас будет, неизвестно. Мы назначаем их деньгами. Пойдет? Побудь, пожалуйста. На время диагностики. Мои проблемы. Какой? Неуверенность брать достойные деньги за работу, которая мне нравится. Все, отлично. Все, выставляю, Оля, фигуры. Лучше вот в этот круг, это ее бессознательная, душа бессознательная, как хотите, так и назовите. Вот. Лучше на на края. Если ее предназначение, она автоматически все равно будет ставить туда, куда надо. Вот. И сама встанешь. И сейчас фигуры, так как это твои фигуры, это деньги, которые какие-то странные деньги. Бери эти деньги, предложи своим запчастям. Это же твои части, да? Вот, это деньги. Я не знаю, в каком контексте, сейчас посмотрим. Они сами выберут, неправильно делаешь. Нет, ты им пачечку даешь, ты просто это. Они сами должны выбрать. Вот.
Всё. Так, куда ты все? Так, это все на заместитель. Значит, походу у тебя жадность. Жадность наказуемая. Ну смотри, она все деньги забрала. Ни тебе не досталось. Какая личность у тебя жадная? Жадность наказуема. Одну карту. Но, смотрите, динамика в этом есть. Вы же поймите. Она говорит про что? Что недостойно, да? А внутри, может быть, не знаем, там есть какая-то хитрая жадность. Как вариант, смотри, она взяла, захапала, я же прям, смотрите, я тащу, она к себе. Мы не можем друг у друга эти деньги поднимать. Одну возьми, радость моя, что? Любую. Одну. Вот, молодец. А теперь сверху взяла, это тоже не случайно, потом объясню, почему она взяла сверху. И Это знаешь, как ты как берешь деньги, смотрите, пачка, как глубина, ну берешь сколько, так сверху, бумажку взяла и хватит, и мне хватит. Я говорю, так может быть дальше. Видишь, как интересно, перекосы. Если ничего, все не беру, либо ничего, это твое убеждение, программа. Это бред полный. Все дайте, нет, тогда мне ничего не надо. О, а вот это проблема, да, сейчас посмотрим. Я просто наблюдаю, как эти карты берут. Ну все, это в серединочке. Ты тоже себе возьми, уже не будет. И остальные положи в центр. Это деньги. Вот у тебя положенные деньги, предположим. Ну что, друзья, а теперь покажем друг другу карты, что у нас тут. Сейчас будем смотреть, что так. Ага, есть. Хорошо, будьте внимательны. Значит так, король крести, черный король крести, девяточка красная. Все карты разные. Черва, бубна. Красная, красная, черная, король. Король это все равно мужская, янская энергия. Значит, каким-то образом то, что ты не берешь деньги, связано, мы состоим из двух энергий, инско-янских. Значит, связано с твоим внутренним мужчиной. Или вообще к отношениям к мужчинам. Как вариант. Ну что, начали. Когда ты смотришь на эту фигуру, как себя чувствуешь? она мне нравится. Угу. Ты мне нравишься, да? А тебе фигура, когда смотришь? Мне тоже нравится. Нравится. Хорошо. Когда смотришь на проблему, как себя чувствуешь? Ощущение, состояние. Проблема в том, что вообще здесь проблемы нет. Да, У меня абсолютно. вообще такое радость, счастье и в полях. И Посмотрите, как работают вторичные выгоды. Да. Когда мы сидели, видели, мы нашли все-таки убеждения. Согласны? Они негативные. Но что происходит, это так психологи говорят, называется вторичные выгоды. Когда ты встала в поле, а меня все устраивает, меня все устраивает. Я в состоянии не могу брать деньги. Проблема меня устраивает. Это вторичные выгоды, и ты при вот этих нет конфликта между тобой и проблемой. А раз все устраивает, жизнь не меняется, так и будешь ты без денег сидеть. А тебе как проблема, когда на улицу смотришь? Сейчас мы попробуем раскачать. Нормально, видите? Все удалось. Ага. Теперь посмотрите друг на друга и делаем по часовой стрелочке на место друг друга. Становимся. Пошли. Да. Хорошо. И сейчас вот смотрите, что мы внутри ее меняем парадигму. Возможно, мы сейчас что-то увидим как под другим углом. Чтобы поменять свою жизнь, надо посмотреть на нее под другим углом. Не посмотрите, жизнь не поменяйте. Так называемый старый опыт и привычки. Смотрим друг на друга. Ага. Поехали. Когда ты смотришь на эту фигуру, как себя чувствуешь на своего заместителя? Вот с ее места. Она стала на место проблемы, проблема стала на место твоего. Ты наблюдатель и в то же время тело. Я сместилась, мне стало грустно. Грустно. Но заместитель мне по-прежнему нравится. Да, стало грустно, но заместитель нравится. А заместитель, как тебе, Оля? Ну, ничего не поменялось. Так же. Да, так же приятно. Приятно все, жизнь удалась. Тут нет конфликта. Когда смотришь на проблему, как себя чувствуешь? Во-первых, она мной поделилась. Абсолютно верно. Смотрите, она должна поделиться, потому что какую она карту выбрала? Ну, что? Здесь вторая часть есть. Янская, мужчина здесь стоит в ней. И что-то тут вот где-то напутано. Да? Поделилась. Сейчас мы будем выбирать. А тебе как фигура? Нормально. Нормально. Посмотрите друг, да? Знаете, что было? Когда мы Да. пришли сразу, было первые слова «бедная и несчастная». А, бедная и несчастная. О как? Ну, слово идет бедная, несчастная, нищая. Какая-то программа. Возможно, какая? Страх начнешь. Страха, да, конечно. Возможно, где-то на ДНК записано. Ну, вот, смотрите, уже пошел конфликт. Небольшой хотя бы. Наша задача, если все устраивает, человек жизнь свою не меняет. Психологи говорят, ты не психолог случайно? Он прям фонит. Не только. И не только, да.
Ага, прям фонит стою. Значит, смотрите, психологи говорят, не чешется, не чеши. Ну, то есть внутри все устраивает. На уровне внешних плат, ты понимаешь, это глупость. Ты очень одаренная личность, я уже говорил, там супер. Ты принеси как-то сюда свою критику, пока людям покажешь. В машине лежит. Ну, принеси, покажет фотографии. Это ж просто одаренная. Я редко кого хвалю, а тебя все время хвалю. Но не брать за это деньги, это просто глупо, это какой-то садомаза. Вот так вот. Хорошо, а тебе как фигура заместитель проблемы сейчас? Сейчас будем с проблемой разбираться. С этого места я на нее смотрю, и мне очень грустно. Хотя когда я стояла там, Да. мне было наоборот, мне Да. очень весело. Очень весело. Стало грустно. Пошла конфронтация с проблемой. Смотри, значит, так как она короля выбрала, здесь какой-то король стоит. Что, спина? Нет, я как-то прыщик разодрала. Прищик разодрала. Смотрите, не случайно. Психосоматика. Здесь вообще случайностей никаких не бывает. Прищик разодрала. Короче, мы что-то разодрали. Нанесли тебе травму. Кровопускание, как полез. Вот это да. Давай, вот смотри, короля взяла, она же на... Теперь, кстати, у кого больше? У тебя больше, да? У личности больше. Это личность бессознательная. Здесь у тебя как у тела меньше. Ух, пока не слышу. Что-то в этом есть, но пока я не понимаю. Я имею в виду пока там. Троечка. Троечка, понятно. А у тебя какая? 9. Девятка. Девятка это мудрость, тройка это женская энергия. Здесь что-то связано, мужское и женское. И на тройке она стоит. Видите? Сразу она стала тройка и выбрала карту тройку. Тройка это чисто женская энергия. Это, знаете, вот просто женщина-женщина. С большой, вот такой трижды большой буквы. И тут что-то, а женщина не может быть, настоящая женщина не может быть кем? Жертвой. Вот то, что ты себя ведешь, я не могу за свой труд попросить денег. Это жертва. Значит, ты не тройка. Значит, ты не женщина. Значит, ты не мудрая. Девятка. Значит, виноват кто? Сволочь всегда. Кто? Так, кто еще? Кто он? Мужик. Конечно. Все, выбирай здесь. Сюда надо фигуру. Здесь не проблема, мы ее отправляем, нет конфронтации с проблемой. Здесь стоит мужик. Вот, эти мужики стоят там. Идем сюда, дыхание не задерживаем. Подходи к этой фигуре. Смотрите друг на друга. Скажи, я тебя вижу. Я тебя вижу. Я тебя тоже. Возьми у нее то, что принадлежит тебе. То, что не принадлежит, не бери. И возьми то, что принадлежит тебе. То, что не принадлежит, не бери. Я свое, чужое не бери. Мы делим программы. У тебя свое, у тебя свое. Местами меняйтесь. Ага. И опять посмотрите друг на друга. Ага. Хорошо. Видите, он черненький, да? И у него карта. Да, правильно. Она хочет карту отдать. И, кстати, правильно делает. Но повернитесь, пожалуйста, сюда, посмотрите. Надо фигуру одну оставить. Мужская фигура. Возьмешь карту, если она тебе отдаст? Давай. Хорошо, возьмешь. Все, с уважением пока отправляем эту фигуру. Пока мы не разобрали, что это за фигура. Вот у меня прям ощущение, что она должна была в полях постоять. Но пока вот идем как идем. Значит, это деньги. У нас это тоже какие-то купюры. А теперь смотрите друг на друга все. И делаем по часовой стрелочке движение. Еще раз. Что мы делаем? Мы делаем 360 градусов. Наша задача выйти из одной точки уровня сознания, сделать эти кружения, торсионные поля внутри тебя, и вернуться в эту же точку, но уже другой уровень сознания. И тогда проблему можно решить. В противном случае мы ее не решим первое, а во-вторых, должна быть конфронтация. Здесь нет конфронтации. Ну, может, вот эта сволочь пришла сделать конфронтацию. Все мужики сволочи. Как? Сделаем. Она на точку не стала. Так, быстро встала в точку. Да, на тройку. Да, ты что, вообще что ли? Вообще попутала. Мужик тебе говорит, встань. На место свое. На место я сказала. Ну, ребят, место я сказал. Началось картина. Ага, колхозе утро. Смотрим друг на друга. Поехали. Оля, когда смотришь на своего заместителя, как себя чувствуешь? Она мне по-прежнему нравится. Нравится, хорошо. Заместитель, когда на Олю смотришь, как себя Все чувствуешь? так же, ничего не меняется. Ничего не меняется, хорошо. Оля, когда смотришь на мужская фигура какая-то, связана с проблемой. Может, все-таки проблема убирать? Мне появилось какое-то волнение, дрожь. Так. Я не могу понять, это не страх, это А что это? даже не могу как-то объяснить. Вот это плохо.
Смотри, вот то, что ты не можешь объяснить, незнакомое чувство связано с Вот этой он фигурой. нервничает. Вот, нервничаю, хорошо. А тебе фигура. Он, видите, король. Если смотреть по картам, она здесь самая главная фигура. Вот как, например, у короля вот перед собеседованием, вот Вот, такой нерв. не, Не нет, страх, а Мне, волнение. когда она говорит, вот когда смотрю, мне хотелось сказать, на короля смотрю. Но, Хорошо. Ну, Да, так, ты с кем разговариваешь? да, когда Смотреть на короля был. Глаза смотреть на короля. Король, идет девятка. Из всех карт ты самая маленькая. Самая маленькая в денежном исполнении. Троечка, девяточка, король. Самая крупная фигура. Так, волнуется. А тебе? Ну, тут видно, пошло. Знаешь, Ну, приятно смотреть, Ага, как бы приятно. живая такая. Эта фигура А такая, ну, грустная или с каким-то презрением как-то смотрит. ну, это интерпретация. Хорошо. А Ну, ты не что знаю, чувствуешь? как-то так. Ага. Ну, хорошо. А мне, а можно я скажу? Да, можно. А мне наоборот, вот когда только поставили эту фигуру, я прям выдохнула, мне так хорошо стало, мне стало спокойно. Я стала настолько вот Смотрите, что спокойной, происходит. я расслабилась прям. Все ясно. У тебя нету внутри вообще мужика. Смотрите, что здесь происходит. Вот та фигура, которая здесь была, удивительным образом, ну я просто объясняю, не буду говорить, там тоже очень много мужского. Ты когда циклом занималась, в голове сегодня было, да? Да. Вот смотрите, там очень много янского, контроля. Но дело в том, что нет инского, то женщина не может расслабиться. У тебя женщина это творчество. Ну, знаешь, делает вот это. А мужик должен за это деньги брать. Ну, берем, мы состоим из двух энергий, инской и янской. То есть женщина должна творить вместе с ребенком. А мужчина должен говорить, ни хрена себе, какая у меня женщина творческая. А ну, быстро, дали ей максимальное количество денег. Что происходит? Его не было. У тебя не было короля. А что такое король внутри? Эта женщина должна из своего мужчины делать короля. И тогда он может, видите, он говорил, отдайте мне денег столько, сколько заслуживает моя женщина. Понятно? Мгм. Ей стало, она выдохнула, значит стало легче. Ты работаешь интересным образом, у тебя нет принятия внутреннего мужчины. Тогда у тебя работает ребенок и женщина, а мужчины нет. Деньги берет мужчина. Бизнес, он переговоры ведет денежные. Женщина творчество делает, женщина его стимулирует. Он ради нее денег. Мужчина не будет брать деньги, ему нафиг ничего не нужно. Я же сказал, ходит в носках, пока нет женщины. Потом она пришла, они взяли эти носки, они рассыпались уже. Ну, так под холодильник их бросает. Ну, так вот мужики, понимаете. А как это какой-то порядок начинает. Женщина стимулирует мужчину быть мужчиной. Услышал? Вот. Я думал, вредная фигура. Нет, на самом деле, походу, хорошая. Видишь, твой заместитель расслабился. Значит, я могу делать творчество, а уже мужчина за него возьмет деньги. Ну вот, молодцы. Там мурашки. Мурашки пошли. Вот это хорошо, это дело включилось. Ага. Меняемся почему. Да. Видите, он двигаемся, мне командует. Кстати, нормальный у тебя мужик. Он со мной бодается. А это хорошо. Нравится, вот видишь. Вот он, я ему, блядь, мужики не любят, когда их командуют. И тут какой-то еще мужик. Он говорит, так, я только хотел, он, так, двигаемся, я, да. Нормальный мужик. Че ты там? Хорошо. Смотрим друг на друга. Итак, 360 градусов. Поехали. Когда смотришь на своего заместителя, как себя чувствуешь? Да мне все нравятся. Все нравится. Вот теперь правильно. Тут идет очень странная штука. Непринятие внутреннего мужчины. Тогда денег, фигушки. Вот насколько там вы готовы с низкой самооценкой. Понимаете, в чем дело? У меня Да. почему-то еще вот когда эта фигура была, и когда начали менять, у меня пришло слово как ширма. То есть у меня было такое ощущение, как будто женская фигура как ширма была. Ну, ширма, прячешься за нее. Прячешься, Что-то там. чтобы что-то не увидеть. Хорошо, когда на заместителя смотришь, как себя чувствуешь? Вот 360 градусов. Поляк стало по энергии. Хорошо, Да, мурашки. мурашечки. Хорошо. Видите, он улыбается. Ой, мне что-то хорошо поменяло. Вот оно! Я Вот прям оно! мурашек не перестаю. прям. Вот оно. Смотрите, как меняется заместитель. Это ж душа меняется. Сперва измените внутри себя, и ваше состояние изменит события. Может сразу, может нет. Вот кого не хватало. Ну как? Когда на него смотришь, это твой внутренний мужчина, кстати, которого здесь не было.
и ты пыталась себя вести мужиковато, брать деньги. А как будь-то внутренняя женщина, ну, не позволяет себе. Ну, потому что, еще раз говорю, берет деньги, это внутренний мужчина по запросу внутренней женщины. Ну, это такие вот инскаянские штучки. А тебе как фигура? Приятная фигура, Вот. все хорошо. Вот. Это тоже как-то стало, ну, так, Повеселее. да, повеселее. Здесь больше, смотрите, как идет. Я тебе сейчас покажу. Здесь, конечно, больше немножко внутренний ребенок. Это творчество твое. Потом внутренняя женщина больше. Ты как наблюдатель тела, а это внутренний мужчина. Ага. Тогда мы сделаем так. Я говорил, эту фигуру нельзя убирать отсюда. Пойдешь отсюда, встанешь? Давай иди сюда. Мы ее просто, понимаете, как бы... Это, На знаете... 19 становись. Вот! Мужик сказал. Все, на 19-ю энергию. Молодец, хорошо. Все, отлично. Как себя чувствуешь сейчас? Ну вот. Ты вроде ее принимаешь, но надо принимать инскаянский. Я же говорил, что такое инскаянская энергия? Мужская и трет об женскую. Смотрите, хан, так, раз, и пошла искра, ци. Мы занимаемся цигун. Так вот это ци, это энергия жизни. Если вот тереться нечему, то ей не будет. Ну а деньги это тоже энергия. О как. Хорошо. Ну что, посмотрели. Так, что? Крутим. Крутим, да? Мужик, я не могу отказать твоему внутреннему мужчине. Только мы сделаем так. Сделаем 360 градусов, просто прогуляемся опять на места ставим. Не могу отказать. Хорошая, нравится мне. Погнали. Есть у тебя мужчина, просто почему-то он у тебя, ну как, он есть, но ты им не пользуешься. Ну, в хорошем смысле этого слова. Все. Что мы делаем? Еще кружочек по запросу внутреннего мужчины. Знаете, что он пытается сделать? Начать команду. И это хорошо. Все, опять встали. Есть, молодцы. Теперь делаем так. Вот это деньги, вы же говорили, да? И все твои. Вот сколько, насколько посчитаешь свою емкость, столько и получишь. Ну что, я предлагаю потихонечку двинуться к этим деньгам по состояниям и соединиться в точку здесь сейчас, стать ценностными. Давайте попробуем, да? Хорошо, готовы? Ну что, пошли потихонечку к центру, идем, дышим. Ага. Идем, дышим. Хорошо. А знаете, почему ребенок сразу все деньги? Потому что ребенок всегда, знаете, хочу много, сразу вот все. А можно эти конфеты? Можно вот туда, вот туда, вот туда. А вот и все игрушки. Помните, она всю пачку денег захватила. А деньги ребенку не положены. Они положены женщине через внутреннего мужчину. Вот и все. Вон деньги, вот сейчас будет раздавать. Смотрите, субсидии. Взял все деньги. Я же сказал, мужчина возьмет деньги. Женщина, ну опять, вы сейчас не идите вот эти в крайности уровень ума. Женщина может брать деньги, но вот только столько, сколько. Он все захапал себе, это нормально. И ребенку деньги не положено, он будет ему давать. Иначе ребенок наестся сладкого, и у него где-то что-то слипнется. Все, дышим. Вот, молодцы, дышим и запоминаем. Кстати, внутренняя женщина, это тоже твои проблемы, что ты знала. Тоже инскаянское нарушение там. Что-то не связано, вот знаете, нет доверия внутреннему мужчине. Тогда будут проблемы с деньгами. Все, дышим, смотрим, запоминаем.